Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад. Лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем. Летний период будет обусловлен планетарным переходом Юпитера в ваш знак, мои дорогие. 25 мая это произойдет, самый конец весны. И в начале лета мы будем более склонны к изучению как новых наук или каких-то новых дисциплин, новое вдохновение, новый привкус свободы, новые отношения, кстати, могут для вас появиться. И в целом все то, что вам нравится, вы будете открыты больше миру. И люди, все, это касается всех знаков зодиака, так в вашем знаке на нас, на всех влияет Юпитер, и это здорово. Значит, больше общения, больше радости, больше каких-то контактов, самой по себе энергии жизни. И в данном случае энергия Юпитера в вашем знаке стимулирует интеллект, делая нас более легкими на подъем, или исследовать что-то новое, то, что нас заинтересовало, допустить невозможно или какие-то альтернативные варианты развития событий или наших тоже дальнейших возможностей. Этот волшебный транзит Юпитера в вашем знаке обещает расширить горизонты собственных возможностей для, как и вас, мои дорогие близнецы. Вы это прочувствуете особенно, значит, больше удастся из ваших планов, но и остальные знаки. Поэтому провзаимодействовать правильно, может быть, какие-то документы оформить, что-то подписать, решить вопросы, с кем-то договориться. Зеленый свет, мои дорогие близнецы. Давайте мы достанем. У нас сегодня две колоды. Одна Таро ангелов. Мы достанем 3 карты. Каждая будет рассказывать по месяцу в отдельности. И 3 месяца, 3 карты. Первая июнь 2024 года. Посмотрим в целом энергии или какая сфера жизни для вас, близнецы, будет наиболее актуальна. Чем вы будете заниматься. Итак, июнь 2024 года. Июль и август. На второй колоде, колода золоченого королевского Таро, мы зададим вопросы по разным сферам жизни и попытаемся раскрыть этот смысл. Как же изменится ваша жизнь? Что, может быть, произойдет или какие энергии будут наиболее активны в этот период для вас? И первое, традиционно, дела, работа, бизнес. Энергия денег, финансы. Личная жизнь, мои дорогие близнецы, и после мы раскроем, что вас будет радовать и неожиданности. Итак, что же для вас июнь? А вот много возможностей, придется с чем-то определяться. Вы как раз можете какую-то многозадачность, или это даже не многозадачность, а это когда я могу сейчас осуществить и одно, и второе, и третье, а карты нам говорят, а нет, тут придется сконцентрироваться на чем-то одном. Но в этой колоде карт, обратите внимание, 7 кубков стоят, и они в витрине. Витрина как будто запылилась. То есть были те желания, когда не было возможности. Желания есть, возможности нет. И вот здесь они сами по себе появляются. То, что было из разряда поставлено на паузу, или по какой-то причине вы не получили документ, может быть, как регламент есть, да, вы должны ждать определенный период, или не было какого-то решения, и опять же, от вас не зависело. Вот здесь, именно в этой колоде нам предлагают сделать выбор раз навсегда, с чем-то определиться, именно потому что не упустить какую-то возможность. И нам говорят, если ты впадаешь в какую-то прокрастинацию, конкретно карта об этом говорит в этой колоде, то твое ожидание может слишком затянуться. Тут все будет зависеть от вас. Нет преград или нет, как я уже сказала, каких-то заминок. Здесь все встает постепенно на свои места. Поэтому где-то куй железо, пока горячо, и с чем-то определись. Вот эту дверцу, вот этого шкафа, этой витрины вы должны открыть сами и взять только один, как будто кубок. Это начальная какая-то стадия ваших последующих свершений. Решиться на что-то, мои дорогие близнецы, в июне будет очень важно. Что же для вас июль 2024 года?
Король Пентаклей или в данной колоде король Земли – это тот, который стоит прочно на земле, это тот, который умеет зарабатывать, это тот, который умеет обустроить быт. Это карта изобилия, процветания, благополучия, дважды, самореализации и доброго человека. И поэтому какая-то личная история для вас вполне возможно как-то в июле будет актуальна. Или вы со своей семьей. Часто король Пентаклей говорит о людях семейных. И неважно, кто меня смотрит сейчас, девушки или мужчины, в целом обустройство вашего быта, сделать жилье более комфортным, решить еще какие-то вопросы. С другой стороны, благоприятны к решению финансовые также вопросы. Что бы вы тут ни задумали, значит, вы все можете согласовать и в конечном итоге получить тот результат, которым вы остаетесь довольны. На все материальные дела или на какие-то конкретные темы, то, что касается нашей земной жизни. Июль – прекрасный месяц. Что же август? Или договориться с вашим партнером, какие-то важные разговоры осуществить и понять друг друга. Это тоже по этой карте. Доброта сама по себе. Или решение еще каких-то вопросов. Но это уже ваша карта. Это у нас получается август. Может быть, в августе какие-то вопросы, связанные с чиновниками, высокими инстанциями. Иногда это может говорить, что вы можете проходить обследование по части здоровья или обращаться к врачам. Нам не говорит карта, что вы болеете. Нет. Но это может быть в плане профилактическом даже. И точно так же вы можете столкнуться с какой-то темой, когда вам нужно оформить документы, и тогда вы будете или можете обратиться к юристу или к адвокату, что-либо согласовывать. Вообще по этой карте у нас проходит эксперт. Именно эта колода нам говорит о очень прочной позиции. И ведь это ваша карта, мои дорогие близнецы. Опять же, неважно, кто смотрит, девочки или мужчины. Это ваш статус может уже к августу где-то измениться. Уважение в обществе, как популярность. По этой карте буквально какая-то респектабельность проходит. И надежность. Это проходят надежные люди. Эта карта, как я сказала, олицетворяет вас самих. Так и может быть какие-то дела, вопросы, темы, либо с финансами в банках, либо с согласованиями у чиновников, либо прохождение обследования, ну или вопросы у врачей. Отличает вот эти все направления, это когда есть какая-то конкретика, есть рациональность, логика и решение каких-то вопросов, когда не смешиваются с эмоциями. И тогда все получается. Дело, работа, бизнес. Карта Луна. По Луне это 1000 неопределенности. Это то, что невозможно просчитать наперед. Хотя личная жизнь как раз по этой карте с плюсом. И может быть, мы говорим дела, работа, бизнес. Решаются те вопросы, которые так или иначе, ну, в каком-то сюжете, лихо закрученном, может быть, даже и так, связаны именно с чиновниками, согласованиями, банками или оформлениями. Или вы улучшаете жилье, реструктурируете, делаете какие-то важные ремонты тоже, которые требуют согласований. Все, что касается личной жизни, эмоций, где-то карта интуиции, безусловно. И тепла домашнего очага. Мой дом, моя крепость со знаком плюс идет по карте Луна. И вы можете как раз вот чем-то, какой-то адаптацией своего, как себя самого, так и своего жилища, подготавливать что-то, делать. И это те будут тогда дела, которые вам нравятся. Им вам как новое вдохновение чем-то заниматься, потому что появляются новые возможности. Есть еще и, увы, какие-то неопределенности, поэтому, возможно, не все вопросы вы закроете в течение лета, мои дорогие близнецы. И карта говорит, всему тогда придет свое время. Ведь по Луне нам говорит еще карта так, выглянет солнце и все встанет на свои места. Значит, чему быть, этого вы решите. Если нужно на что-то решиться окончательно, нам сказала карта, затягивать нет смысла. А вот так постепенно какую-то ситуацию для себя прояснить, завершить, закончить, оформить документы есть возможности. Причем это то, что будет касаться больше вас самих, то, что вас будет радовать. Деньги.
есть и какая-то тема, которая по деньгам вам может не очень нравиться. Или это разочарование, все-таки тройка мечей у нас всегда проходит как, ну, прежняя история, которая нас разочаровывала. А теперь у нас уже здоровое равнодушие. Вы что-то можете завершить или какая-то денежная тема к вам словно вернется вновь. Не могу сказать, что это, с одной стороны, нам говорят, позиция у вас как раз достаточно прочная, но, видимо, есть пункт, с которым вы не должны просчитаться или не добавить себе риска по части финансов. И проанализируйте, ведь если мы говорим по тройке мечей, это всегда карта прошлого. То есть раньше вы что-то сделали, ну, где-то неправильно. Если мы говорим вообще в течение 2024 года, легкие деньги опасны. Поэтому, раз эта карта на деньги выпадает, будьте внимательны. Какие-то лотереи или мутные сделки, или вот в плане, когда вам обещают, что эти легкие деньги приходят. Я бы не советовала доверять, поэтому себя подстраховать определенно стоит, чтобы не было разочарований. Король Земли, он как раз больше считает, нежели доверяет обещанному, он доверяет себе в первую очередь, либо надеется на его величество случай. Все подсчитано, рассчитано у вас должно быть. Личная жизнь, давайте посмотрим. У кого-то развилка, у кого-то любовный треугольник. Кто знает, все-таки как условно два направления. Когда Юпитер войдет в ваш знак зодиака, вам будет легче с чем-то определиться. И для тех, кто, правда, в таком тройственном союзе находится, у вас будет возможность окончательно сделать свой выбор. Давайте мы достанем карту. Сначала для тех, кто один или одна. Что нам скажут карты, какие энергии? Может быть, завершить какой-то сольный вариант. И нельзя сказать, что вы один или одна, мои дорогие близнецы, ведь вам выпадает карта прошлого, шестерка кубков. Есть как будто люди, которые вам дороги, которые вас любят искренне. Это те люди, которых вы знаете, которые знают вас, какая-то прежняя история. Да, это карта прошлого, и вполне вероятно, может быть, уже какой-то человек из прошлого у вас появился. Или как раз предшествовало лету, ну, не совсем, может быть, но в апреле месяце у нас, к примеру, Меркурий был ретроградный. Это как раз тот период, когда было своеобразное дежавю. И кто знает, может быть, давняя история, которая, ну, как-то не развивалась, ни шатка, ни валка. А вот к концу весны или середины, может быть, даже у кого-то ссора была, вы могли как-то примириться, найти общий язык. И теперь, и вы, может быть, кстати, вы какой-то период прожили один или одна, но восстановление отношений может быть. И на лето новое развитие. Вот такое вполне вероятно. По крайней мере, и как-то изменить свой сольный статусный вариант у вас определенно возможности есть. Главное, в какую-то прокрастинацию не впасть. Все-таки предполагается, что мы как минимум должны выйти судьбе навстречу. Для людей семейных, для людей, кто в паре, вопросы, связанные с детьми, возможно, вы будете решать. Или какие-то новшества, начинания, может быть, решение материальных вопросов. Но это как новое вдохновение, кстати, по пажу, может быть, или изучение чего-то нового. Возможно, вы захотите вместе поменять ваше место жительства, но это обновление, по сути, ваших отношений. Возможно, все. Для тех, кто в сложных отношениях, поездка, переезд, или вы можете съехаться, начать жить вместе друг с другом, или какой-то период, может быть, времени вы захотите вместе узнать друг друга поближе или попробовать именно уже жить вместе. Все-таки карта какое-то перемещение нам говорит, или по этой карте идут перемены или наши важные решения. Это карта мужества, да, может быть, вы прежде на что-то не могли решиться, но значит, нам карта обещает успех, ведь это карта заслуженного успеха. Так вот, она обещает, наверное, успех для тех, кто открыт миру. Или когда, если вам мы говорим про сложные отношения, был какой-то конфликт, и вы сумеете найти в себе силы, если чувствуете, что что-то вас, ну вот, держит, или есть та особа, которая вам очень приятна, с кем вы бы хотели быть,
то не раздумывайте слишком долго. Все же, возвращаясь с первой карты июня, нам говорят семерка воды. Это всегда какой-то выбор. Причем тот выбор, который мы не затянуть слишком долго не должны, так и не должны промахнуться. Тут будет выбор, будут возможности. И от него будет зависеть ваше качество жизни. Здесь у нас хватает мужества все-таки идти вперед, нежели оглядываться назад. Поэтому, правда, можно примириться. Неважно, в каких вы отношениях, сгладить острые углы, важные договоренности совершить, принять Соломоново решение или закопать топор войны. Здесь у каждого как вы только захотите, понимаете? Выбор будет, двойка жезлов. Но захочет ли этого выбора именно близнец? Захочет ли, вот вы, захотите ли вы что-то сохранять? Или наоборот, вы изберете что-то иное? Вот здесь у каждого свои нюансы. Давайте мы узнаем, что же вас будет радовать. Еще одна карта короля Пентаклей. И как раз нам о сильной позиции говорят. Или человек, который буквально рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеет асцендент, может быть, в одном из этих знаков. Это люди надежные, которые прочно стоят на земле, которые сделали себя сами, которые надеются на себя, которых жизнь, может быть, не раз ставила в какие-то патовые ситуации, и в одиночку они выбирались. Поэтому это большие материалисты. Они не хотят рисковать. Может быть, рядом с вами есть такой надежный человек. Или, я бы сказала, дважды нам говорят, что такой человек может быть даже для тех, кто один или одна, кому вы можете доверять, кто будет вам тоже доверять. Какой-то союз будет совершенно превосходный. И не стоит это упускать, мои дорогие, правда? Это сильная позиция по финансам. Еще об этом нам говорит карта, когда все прогнозируемо, подсчитано, рационально где-то. И все же поддержка идет по этой карте тех людей, которые, знаете, вот так по-доброму, искренне к нам относятся. Это вот все в целом будет вас радовать. Неожиданности. Смена статуса. У кого-то может быть через личную жизнь, у кого-то смена статуса через заработки, получение, может быть, какой-то суммы денег, решение каких-то вопросов. Или когда у вас появляются новые перспективы по работе, кстати. Для кого-то шестерка мечей может ведь означать еще и так, как новое знакомство. Вы поехали, какая-то прежняя, допустим, история была со знаком минус, по работе, командировки вы можете отправиться и познакомиться с человеком. Или даже, допустим, пусть это будет не командировка, а переезд куда-то далеко через релокацию офиса. Но все равно уйти от какого-то конфликта. К большему счастью, у вас новый простор буквально с самого начала лета. Когда промедление где-то, которое вы сами можете себе добавить, будет вам мешать, а вообще возможности. Да, карта говорит, что это как вы сами можете стать, вот буквально статус императора. Когда решаете вы сами от вашего какого-то восприятия мира, от того, как вы взаимодействуете с обстоятельствами или что вам предлагает судьба. Будет зависеть качество вашей жизни. Карта говорит еще также, что вы можете провести какие-то важные согласования, но все же и у нас выпадает ваша карта «Король мечей». Правда, мои дорогие близнецы, для многих из вас, если в течение лета еще не поменяется статус, то вы точно будете знать, в каком направлении вы предпочитаете двигаться. И по карте «Император», у мудрого императора, точнее, нам всегда дают такой совет, как будто цель, намерение не должно меняться. Вот тот важный пункт, от которого зависит ваша жизнь, или то, что вы хотели бы очень, как мечта, осуществить. Но поскольку жизнь наша турбулентна, нужно быть готовому корректировать мелкие планы, чтобы сохранить что-то более важное. Вообще в неожиданностях возможности сами по себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.